Друзья мои, посмотрите, где мы сегодня оказались. Сегодня путешествуем вас по городу, который находится в часе езды от Вены. В этот город раньше из Вены ходил трамвай. Вы словно в другой район перемещались из центра австрийской столицы совершенно в другую географическую плоскость. Здесь действительно все по-другому, несмотря на то, что это тоже периферия бывшей Австро-Венгрии. Здесь более 300 лет короновали венгерских королей, и по случайному стечению обстоятельств этими венгерскими королями были Габсбурги. Власть здесь говорила на немецком языке, дворянство на венгерском. А словацкий язык, а мы находимся в Словакии, в ее столице, в городе Братиславе, словацкий язык, он был языком деревень и окраин. В точности так же, как история с Украиной. Украинский язык — это всегда был язык деревень и окраин, а русский язык был языком администрации города и управления. Здесь языком города и управления был немецкий язык, венгерский языком дворянства. Ну, так уж случилось. И в этом нет ничего удивительного и стрёмного, как может показаться некоторым. Об этом сегодня и о многом другом путешествие по улицам Братиславы меня зовут Эрик Чайковский, буду вам рассказывать. Братислава — город непростой, город сложный. Ранее здесь было римское поселение Пасоны, потом этот город начали называть на венгерском Пажоны, ну а немецкоязычная публика называла его Пресбург. Так вот он и имел несколько наименований, в зависимости, на каком языке вы говорили, так вы его и называли. Первый письменный документ, связанный с этой местностью, относится к 15 веку. Его автор Федор Головатый, русин по происхождению, атаман гайдамакской шайки. Письмо написано на одном из русинских диалектов. О каком-то отдельном словацком языке тогда речи просто не шло. В письме, отправленном в королевский город Бардиев, Головатый угрожал местью за казнь 2 соратников и требовал выкуп 400 золотых. Лихие 90-е 15 века. Карта Европы в те годы выглядела примерно вот так. Некоторые источники утверждают, что письмо изобилует украинизмами. Но в 15 веке не существовало ни Украины, ни Словакии в современном смысле. Эти земли входили в Русь и Рутению в составе Великого княжества Литовского и Польши и в королевство Венгрия. После захвата Буды османами в XVI веке венгерская знать и королевская власть переместились на север. Именно сюда. Раньше все деревни изобиловали различными диалектными формами, и как такового общего языка ни у кого не было. Поэтому структурированный язык, который укладывался в какой-то регламент, это был язык города и управления. Так появился в свое время структурированный русский, структурированный немецкий и многие другие. Но диалекты и по сей день остались. Был и есть здесь еще один важный слой населения. Сегодня мы называем их евреями. Важно понимать, это была не нация в современном смысле, а прежде всего религиозная община. Неудивительно, что на территории Восточной Европы так много иудейских святынь. Одна из них в Братиславе. Это мавзолей Софер Хатама. Туда сегодня мы не будем путешествовать. Говорят, что в мавзолей можно по звонку как-то попасть. Но мы будем просто бродить по улицам. Мы попробуем найти ту самую рождественскую ярмарку, которая здесь есть. Несмотря на то, что в Вене уже многие рождественские ярмарки закрыты, в Братиславе она работает. Кстати, венцы и австрийцы, которые живут рядом с границей Словакии, часто ездят по воскресеньям в Словакию, потому что магазины здесь, в отличие от Австрии, по воскресеньям работают. И наша дочь нас регулярно просит поехать в магазин, который, как называется сегодня? Пепка, да, вот так называется магазин. Котик там стоит примерно в 2 раза дешевле, чем в Вене. В остальных ценовых категориях здесь плюс-минус, что по аренде жилья, что по ресторанам, цены иногда такие же, иногда даже чуть выше. Где-то, говорят, они есть ниже, но мы таких цен пока что не нашли.
Зачем мы сюда приехали? Поехали обратно в Вену. Все пережаренное, жирное, куча лука. С едой в Братиславе действительно очень своеобразная история. Нужно проявить смекалку и интуицию, чтобы найти то, что по-настоящему порадует вас. Об этом продолжим чуть позже. Вообще, я долго собирался записать этот эпизод. Именно касательно Братиславы у меня целое эссе написанное. Но мне показалось, что оно слишком занудно для Ютуба. На Ютубе все-таки хочется какой-то легкости и воздуха. А историю о Братиславе я начинал в Венском праторе. Есть там такая площадь антифашизма. Это, наверное, самая маленькая площадь в Вене. Там располагается очень уникальный архитектурный монумент. Даже и не монумент, а целая страна, которая огорожена, как и положено, колючей проволокой. И называется этот экспонат Кугель-Мугель. Некто Эдвин Липбургер катал в свое время в детстве хлебный мякиш по столу, и ему во время этих катаний мякиша, словно во время медитации, пришла идея создать свой дом-страну. И не простой дом, а в виде шара, в виде сферы. И он, как полагается по австрийским законам, также делал в свое время Фриденсрайх Хундертвассер, пригласил какого-то архитектора известного и сказал: чудак, я не архитектор и не художник, но хочу создать дом-сферу, чтобы его, если что, можно было перекатывать, а если вдруг начнется потоп, чтобы он как поплавок не утонул, остался на плаву. И архитектор, имя его история умалчивает, помог ему спроектировать такой дом. Потом у него начались тяжбы, он отказывался платить налоги, сказал: имею полное право, как птицы или муравьи, строить свои дома и дворцы, где им вздумается, так и я построил сферу дом. Ну что он там стоит, занимает немного места? Нет, сказали, уплати ему налог, чудак. Он отказался и попал по истории на 10 недель в тюрьму. Потом этот шар долго катали австрийские власти по лугам, весям, полям. В Нижнюю Австрию, куда-то еще его откатывали. И в один прекрасный момент все-таки дали ему дозвол, разрешение, сказали: поставь этот шар в сферу, эту свою страну, дадим тебе место в районе Пратора парка. Ты что-то хотела важное сообщить? Покажи ее. Хорошо, давай так и сделаем. Это хорошая идея, кстати. Вот. Жаль, что покрутить нельзя. Вот. Если есть такой велосипед, значит и страна может быть в любом виде. А я фотогенично выгляжу? Прекрасно. Колесо нужно крутить, да. Говорить и крутить колесо, да, одновременно. И у меня также возникла такая аллюзия на Братиславу, Словакию, Украину, любые страны берите, потому что когда-то это была Пасония, да, римский лагерь. Вена тоже ведь когда-то была Виндабона. История, кстати, умалчивает, что было, какие поселения, как они назывались до того, как они были обозначены Виндабона или Пасония, а потом ведь названия менялись. Люди меняли свою идеологию, флаги, вышиванки, народные костюмы. И думали, что так народы и жили. А правителям это было выгодно. Они говорили: да, за Родину и за Сталина пойдем на смертный бой. И все шли, недолго задумываясь, потому что зачем задумываться, когда тебе дают какие-то преференции условные. А новое время, и это отчетливо понимаешь именно здесь, в Братиславе, оно диктует совершенно иные расклады, потому что мы-то жили в разные какие-то исторические эпохи. Вначале у нас была аграрная эпоха, мы занимались сельским хозяйством, деревни в основном, городов было очень мало, если город был, то совершенно такой маленький. Потом появились города, индустриальная, постиндустриальная эпоха, и все это каталось как хлебный мякиш Эдвином Липбургером по столу и преобразовывалось в какие-то свои формы. И докатились мы сегодня до эпохи чата GPT и искусственного интеллекта, с которым, кстати, очень мы не сильно дружим, потому что если вы спросите у чата GPT про Эдвина Липбургера или историю Братиславы, он вам расскажет какую-то невнятную кашицу, которую нужно очень долго проверять в различных интернетах, а лучше в архивах, потому что там вы найдете вообще то, что вас будет просто пугать. С третьей попытки найти вкусную еду в Братиславе у нас получилось. И сервис, и интерьер, и сама еда в этот раз показались нам достойными. Спасибо ресторану Гатта Матта. И это не реклама. После ресторана настроение улучшилось. Можно продолжать уличные наблюдения. Как вам эти двое?
Монополист «Елка» напоминает маленькой, но независимой музыкальной единице о последствиях дерзкой политики Венесуэлы. Хорошо, что эти двое еще не нашли нефть в этом районе. Гораздо лучше, конечно, если вы приезжаете в какой-то город, иметь гида, который вам очень здоровски все покажет и расскажет. У нас, к сожалению, такого гида нет по Братиславе, поэтому нам приходится самим на лету все схватывать. В третий, в четвертый, неважно, какой раз мы приезжаем. Главное, что каждый раз мы открываем для себя новые грани этого города. Конечно, можно сказать, что здесь, с одной стороны, невкусно для тех, кто привык к, наверное, украинской понятной кухне, но, в принципе, например, ресторан Гато Мато, сумасшедшая кошка, там прямо очень вкусно. Сегодня мы там побывали во второй раз. Первый раз было, наверное, на 4 с натяжкой оценка из 5 по пятибалльной шкале, то сегодня 5+. Хороший был банош, ризотто и пицца кардинал. Достаточно приятное пиво местное с такой ностальгической ноткой, словно я оказался где-нибудь в городе Жданове в 1985 году в Ильюше. Была такая пивнуха известная. И там пиво было такое тоже с горчинкой. Как видите, рождественских рынков в Братиславе еще много работает по сравнению с Веной, где их осталось всего 2-3. Остальные все главные, основные уже закрыты. Мы находимся в самом центре. История Братиславы многообразна и многослойна. На центральной площади города стоит памятник поэту Гвездославу. Это напоминание о том, как в 20 веке формировались нации. Но чтобы понять, как все это стало возможным, важно вспомнить период после Первой мировой войны. Момент, когда политическая карта Европы была переписана заново. После распада Австро-Венгрии в 1919-м при поддержке стран Антанты было создано новое государство – Чехословакия. Авторы проекта – Франция, США и Великобритания. Один из символов той эпохи – мост словацкого национального восстания СНП с рестораном в форме кугельмугеля. При его строительстве был уничтожен старинный еврейский квартал. Но сегодня в городе стоят не только рождественские елки, но и миноры. В Вене, например, мы их не видели, а здесь они есть. В Украине, кстати, миноры часто еще большего масштаба. История Братиславы читается слоями, и именно это делает город особенно выразительным. В этом видео мы покажем не только зимнюю Братиславу, но и летнюю. Наши первые приезды сюда были летом 25-го. Материал долго не складывался, но сейчас он наконец оформился в цельный рассказ. Это снова напоминает о том, насколько наш мир многополярен, насколько много в нем разных общин, конфессий, культур и интересов, торговых, политических, человеческих. Все эти линии переплетены, потому что мы живем в одном мире и так или иначе вынуждены сосуществовать. Вот так выглядит Братислава летом. На связи наши мамы из Мариуполя. Мы часто гуляем вместе с ними и всегда думаем о наших родных. А это Подградье, старый район у подножья замка. Здесь когда-то был и еврейский квартал, но большую часть этого места уничтожили при строительстве моста СНП. И снова исторический центр Братиславы. Снова пытаемся прочувствовать город, в котором короновали 11 венгерских королей, город, который на протяжении веков пытались подмять под себя то османы, то авантюристы вроде Федора Головатого. Вообще, если честно, граница между королем и разбойником в истории часто минимальна. Проиграл бандит, выиграл государь. Разница не в морали, а в результате. Мне как-то один старый венгр сказал в Берегово, городе, который вообще-то называется Берексас. Формально это Украина, но город венгерский. Старик отказался говорить на камеру, но фразу я запомнил. У украинцев своя правда, у русских своя правда, а у американцев своя подлость. А мы тем временем подходим к дворцу Грошалковичей. Это резиденция президента Словакии. В его саду есть тихая аллея,
Здесь главы государств, приезжающие в Братиславу, сажают деревья, как знак визита и памяти. Садили эти деревья президенты разных стран и республик, о которых я никогда не слышал. Например, Ракутская республика, да? Или как она называется? И погнали дальше. Их здесь порядка 30 дубов. Но не об этом сегодняшний репортаж, а о Братиславе прекрасной, великой и мощной. Каждый любит этот город за что-то лично ему близкое. Наша дочь любит Братиславу за ее воскресные магазины. Они не совсем такие, как в Вене. Мне они почему-то напоминают украинские универмаги позднего предвоенного периода с атмосферой того времени. Я не знаю, какой выбрать. Дилемма выбрать куклы. Зашли пепкой. Вот какую куклу выбрать, как вы думаете, эту или эту? Чем они лучше? Я прячу за спину. Давай, готова? Сделай свой выбор. Левая рука. Почему? Бери. Он всегда выбирает то, что он хочет. Так он не смотрел, Я не ты смотрел, мама выбрала. свидетельница. Ты выбрала сама. Бери ту зеленую, если Бери хочешь. зеленую и все, и пошли. Я думала, он плотного. Она осталась. Летом в Старой Тржнице, бывшем городском рынке, работает серия интерактивных арт-инсталляций. Большие экраны и проекции реагируют на движение людей, так что каждый становится частью произведения искусства. Это бесплатные художественные проекты в центре Братиславы, которые делают прогулку по городу еще интереснее. Мы выходим из старого рынка и идем по улицам Братиславы наугад. В дворике Примасиального дворца наше внимание привлекает фонтан Святого Георгия. Это реставрационная скульптурная группа 17 века. И снова ленивая археология магазинов и кафе. В центре сложно пройти мимо бронзовой фигуры рабочего, выглядывающего из люка. Это Чумил, зевака или наблюдатель. Скульптура, созданная Виктором Хуликом в 1997-м. А это наш первый визит в Гаттаматта, итальянский ресторан. У меня газированный лимонад. Он был не совсем удачным, но зимой мы вернулись и улучшили впечатление. Братислава – это не только старинные улочки, но и очень часто напоминание о социалистическом периоде. Когда-то по этим улицам, так же как мы сегодня, ходил Александр Дубчик. И над всей этой историей возвышается Братиславский град. Этот замок везде на магнитах, на открытках. Школьники на партах его выжигателем выжигали и ручками разрисовывали или фломастерами японскими. Римляне здесь прочно крепили свои позиции. Жили здесь кто только не жил. И кельты, и римляне. Потом впоследствии здесь жили и авары, и бавары. И, в общем, все перемешалось. В какой-то момент сюда зашли славяне вместе с аварами, готами и так далее. Все они смешались в единый котел и основали народ, который сегодня мы знаем Словаки. Пестрый персидский ковер состоит из разных орнаментов, вплетенных в одну какую-то структурную идею. Стыла, что он там нюхает? Стряхни его. Настя, Стряхни его. Амели, убегаем! С улицы Баштова открывается вид на старую ратушу. Комплекс зданий с часовой башней, чьи стены возводились с 13 века и дополнялись в разные эпохи. Братислава не тот город, который сразу почувствуешь за один визит. Это столица, да, но одновременно провинциальная по духу. Здесь сплав средневековой истории, социалистического прошлого и современной европейской динамики. Одной из важных страниц истории города стал Пресбургский мир, подписанный здесь 26 декабря 1805 года после победы Наполеона при Аустерлице. Договор зафиксировал территориальные потери Австрии, серьезно ослабил позиции Габсбурга в Центральной Европе и стал одним из шагов к концу Священной Римской империи. Империи рождаются и умирают, а Священный Дунай вечен.
Мы переходим по старому мосту через Дунай, одной из исторических переправ Братиславы. Он был впервые построен в 1890-х годах, назывался Франц Йосифов мост, пережил войны и реконструкции и сегодня открыт только для трамваев, велосипедов и пешеходов, соединяя центр с правобережьем. С другой стороны реки Тыршак. Ранее здесь был заброшенный паркинг, а теперь городская пляжная зона. Многие туристы сюда просто не доходят. Здесь попробуйте кофолу. Это культовый безалкогольный напиток, разработанный в 1960-х годах в Чехословакии как противовес Кока-Коле. Мы возвращаемся на левый берег, ближе к центру Братиславы, где начинается Евровеа, центральный городской квартал на набережной. Это не просто новый центр, а новый пульс города, где люди живут, работают и отдыхают. Urobme to následovně. Сейчас здесь активно развивается Евровеа-Сити, масштабный проект на бывшей промышленной земле, который привнес в Братиславу первые высотные здания и продолжает расти с парками, офисами, жилыми домами и городской инфраструктурой. Уже не строго австро-венгерский Пресбург и не социалистическая столица, а современный европейский город, где история и будущее встречаются на одной набережной.